Добро пожаловать! С вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам о некоторых жутких японских традициях, от которых мурашки по коже. Не волнуйтесь, многие из них уже не практикуют, насколько мы знаем. Первое. Мура хачибу. Японская традиция, которая началась с периода Эдо, по которой, если человек, живущий в деревне, не подчиняется законам и уставам этой деревни или не помогает с работой другим ее жителям, этот человек подвергался определенному наказанию. Мура хачибу дословно переводится как 8 частей деревни. Считалось, что есть 10 видов взаимоотношений между людьми, и нарушившего законы деревни человека ограничивали в 8 из 10 этих взаимоотношений. Простыми словами, человека игнорировали, издевались над ним, не принимали как часть общества. Кроме помощи с похоронами и пожаром, в остальных 8 случаях, как номинация, свадьба, роды, болезнь, наводнение, постройка жилья, поминки, поездка, человека абсолютно игнорировали. А жизнь в таком закрытом обществе без интеракции с другими людьми практически невозможна. С тобой не только не здороваются, но и мусорщики не выносят твой мусор. Купить что-то в местном магазине тебе не дают. И самое страшное, что мура хачибу даже в наше время случается. Ушино токи майри. Время час ночи. В храме раздаются звуки. Тук, тук, тук. Кто-то прибивает соломенную куклу гвоздями к дереву. Ушино токи майри — это японская традиция, а точнее способ кого-то проклять. Чаще всего девушки проклинали своих неверных мужей. Они одевали белоснежное кимоно, корону на голову, в которую вставлялись свечи и поджигались, и шли в храм ночью между часом ночи и 3 утра, неся с собой соломенную куклу, и прибивали эту куклу гвоздями к большому священному дереву в храме. Этот обряд повторялся из ночи в ночь, а на 7-й день проклятый человек должен был умереть. Проводят ли этот обряд в наше время, неизвестно, но на некоторых сайтах можно купить соломенную куклу. Поэтому, когда вы идете мимо храма ночью, будьте внимательны, возможно, вы услышите звук тук, тук, тук. Оджироку обаса – это традиция, которая появилась в некоторых японских деревнях, где было трудно прокормить всех родившихся в семье детей. По этой традиции только первенник считался обычным членом семьи. Всем остальным родившимся детям давался статус оджироку и обаса. Они становились рабами первенца. Оджироку так называли мальчиков, и обаса так называли девочек, не считались частью общества. Им было запрещено посещать мероприятия деревни, заводить знакомства и, конечно же, семью. Простыми словами, оджироку и обаса не считались за людей и передавались по наследству вместе с остальными вещами первенцу. Кубура-бари – это страшный обычай, который проводился на юге Японии
на маленьком острове под названием Йонагуни-Джима. Этот обычай был способом регуляции рождаемости на острове Йонагуни-Джима, поскольку остров не может прокормить всех, а также в то время, 260 лет назад, были налоги на человеческую жизнь. Поэтому если у острова было большое население, ему нужно было платить больше налогов в стране. Для обряда Кубурабари всех беременных женщин на острове собирали и выстраивали в один ряд, после чего они должны были прыгать через трещину в скале шириной 3-4 метра и глубиной 7-8 метров. Кто не смог перепрыгнуть, а их было большинство, падал вниз. Смерть или потеря ребенка были гарантированы. Но этого было мало для регуляции населения. На этом же острове была еще одна традиция под названием Тунгда. Эта традиция была для мужчин. Всех мужчин острова собирали, и по сигналу они должны были бежать до полей. Кто не добежал в определенное время, считался неработоспособным и подвергался казни. Хонэ-гами дословно переводится как «жевать кости». Это давний японский обычай, который проводился на похоронах. В Японии, когда человек умирает, его тело кремируют, но даже при высоких температурах от человека остается прах и немного костей. Раньше считалось, что чтобы умерший человек мог благополучно переместиться в иной мир, его родственники и друзья должны проживать его кости. Какую именно кость нужно было жевать, определялось статусом человека и насколько он был близок к умершему. Например, кость адамова яблока должны были жевать лучшие друзья. Проглотить или не проглотить – это уже определялось традициями семьи. В наше время эта традиция изменила свой вид, но все еще осталась. Сейчас на похоронах родственники и друзья умершего садятся в круг и по очереди палочками передают оставшиеся после кремации кости умершего и складывают их в чашу.